Меня зовут Александр Потоцкий, и я кочевой репортер. О, убьет нахер, первый. 9 лет я странствую по миру, ищу яркие сюжеты и снимаю все на камеру. Позвоночник, черепа. В этот раз я поставил себе цель добраться до Индии по земле. Позади Ингушетия, Грузия, Армения. Теперь я в Иране. If you feel something is wrong with your society, you need to take actions. В Иране запрещено, если не все, то многое. В стране заблокирован YouTube, Facebook, Twitter. Здесь табу на алкоголь, нельзя заниматься сексом до свадьбы и даже устанавливать спутниковые тарелки на крышах своих домов. Но молодых иранцев не пугают ни строгие законы, ни религиозные запреты, ни тюрьмы, в которых сидят политические заключенные. I don't know how it all got started, but before I knew it, everybody was just beating each other and cursing, and it was really bad. Еще студентом Сина был частью оппозиционного движения. And a lot of my friends got beaten up too. Но чтобы действовать, не обязательно участвовать в протестах. Можно просто быть собой и заниматься тем, что тебе действительно нравится. And after I read this, I have to kiss it. Диба – обычная иранская девушка, которой уже приходилось убегать от полиции. Виной тому слабость к ярким платьям, которые она носит. Диба увлекается персидскими коврами, персидскими поэмами и спортом. Сегодня она идет на свое первое занятие, где девушек обучают искусству ниндзя. That was amazing. Jumping and go like this, then this. It was fun. На женские тренировки в Иране мужчинам вход запрещен, поэтому Диба ходила на разведку по моей просьбе. Вернулась она с трофеем. Это визитка человека, который согласился устроить мне встречу с лидером иранских ниндзя. My name is Akbar Faraji. تقریباً 17 سالم بود با نینجوتسو آشنا شدم. Почти 30 лет назад мастер Фараджи изучал ниндзюцу по фильмам о кунг-фу и книгам, которые ему присылали из Японии. Теперь он сам регулярно ездит в Японию, открывает школы по всему Ирану и обучает новых сенсеев. По словам 49-летнего мастера, сегодня в его школах занимаются 12 тысяч учеников, треть из них девушки. نینجا اونجا بیشتر تمرین میکنن. 10 تا باشگاه اونجا داریم. From the beginning of ninjutsu, Karaj became the center of ninjutsu. They only train ninjutsu over there, and it's fully equipped. Мастер Фараджи очень интересный персонаж, но мне, как бы прагматично это ни звучало, нужны были женщины-ниндзя. Поэтому я засунул свою скромность куда подальше и напросился на экскурсию в центральную школу. Мастер, конечно же, не смог мне отказать. Yes, yes. You know, ninjutsu is a patient and honorable martial art. Sometimes I practice every day. Вот мы приехали в школу. Hello, мастер Фараджи. Can you tell me your name, please? Mariam Amini. I'm a sensei at Tehran, teaching the girls. I have 18 or 19 students now. Эта хрупкая девушка управляется с катаной не хуже, чем домохозяйка с кухонным ножом. Она владеет опасными приемами и без сомнения способна постоять за себя. Годы усердных тренировок не прошли для Мариам впустую. My family very support me and agree with ninjutsu. В такой стране, как Иран, где права женщин ущемлены во многих сферах, Мариам Амини подает феноменальный пример всем остальным. Она не просто учит девушек приемам самообороны, она вдохновляет их заниматься тем, о чем они всегда мечтали. Но даже Мариам в начале пути был нужен хороший наставник. آرزو دارم مردم همه ورزش کنن، روحشون سالم باشه.
آرزو دارم، من اعتقاد دارم اگه در هر باشگاهی که باز بشه در یه زندانی بسته میشه. Я искал встречи с Марьям не ради красивой картинки или необычного сюжета. Я очень хотел убедиться в том, что женщины-ниндзя не миф, не выдумка. Теперь-то я знаю, что они действительно существуют. Задерживаться в Иране я больше не мог. Следующей страной на моем маршруте был Пакистан. Но чтобы добраться до Пакистана, мне предстояло еще пересечь Белуджистан. По слухам, в Белуджистане похищают людей и периодически стреляют. Там проходит наркотрафик, рядом граница Афганистана и зона племен, неконтролируемая правительством территория. Я заночевал в международном аэропорту Тегерана, чтобы сегодня утром выйти на трассу и поехать автостопом в Пакистан. День подходит к концу, солнце уже садится, и мы в Белуджистане. Нас пока не убивают, не режут, и Белуджи мы даже не видели. Видео. Если честно, ехать через пустыню утомительно. Пейзаж один и тот же, солнце жарит через стекло, вот, и дорога преимущественно прямая, поэтому спокойно можно уснуть. Блять, как неудобно с камерой забираться. Дорога до Белуджистана заняла 3 дня, и я уж было поверил, что все закончится без приключений. Моя прогулка по трассе кончилась тем, что меня приняли солдаты. Сейчас меня сопровождает эскорт, и мы вместе едем на границу пакистанскую. О-ля-ля. Снимать вообще по идее нельзя, поэтому я стараюсь снимать втихаря. Всем привет из тюрьмы, и не самый плохой, скажу я вам. Вчерашняя миссия по доставке меня в Пакистан завершилась полным провалом. Не доезжая 10 километров до границы, конвой развернулся. И тогда меня доставили в этот город, который кишит террористами. Ну, так утверждают военные. Меня заперли в единственном на весь город отеле, запретили покидать его территорию и всерьез угрожали арестом. Но на утро обо мне все забыли. Видать, они не думали, что я рискну сбежать к террористам, от которых меня все так охраняли. Уже 12 часов, конвой так и не появился, мне надоело ждать, поэтому теперь я сам по себе. Я выезд из города я знаю приблизительно. Старался запомнить дорогу, когда меня везли сюда военные. Дальше это вам. Меня остановили по пути и теперь угощают чаем. Если я буду продолжать чиновничать так, то до границы я сегодня не успею. Как мне сказали, граница закрывается в 3 часа. Поэтому сейчас надо поторопиться. Указатель показывает, что до трассы остался всего 1 километр. Но есть и плохие новости. Я совершенно забыл, что здесь недалеко находится еще один блокпост. Когда я сдался вооруженным солдатам, они вопросов не задавали. Вызвали конвой с военной базы и послали меня куда подальше, то есть в Пакистан. Ну, я наконец в Пакистане, прошел границу, иранцы меня, слава богу, выпустили. И теперь опять я попал в руки полиции. Со мной сейчас вот сопровождающий, который ведет меня в участок. На этом мое путешествие не заканчивается, ведь я поставил себе цель добраться до Индии по земле. Смотрите в следующем выпуске. Началось все очень плохо.
Работники отеля вызвали спецназ. Как только я выйду из этого бронетранспортера, я буду снова свободным человеком. Ага. Меня подняли в 5 утра, запихали в эту машину, и теперь на всех парах мы мчим к Квету. До Кветы по-прежнему остается до хрена. Мухаммад Акбар.